Заблудившись с сыном в глухой тайге, она уже почти потеряла надежду. Пока среди деревьев не показалась старая хижина. Они зашли внутрь и в тот же момент замерли. Из темноты донесся звук, от которого по коже побежал холод. Мария поехала в тайгу не из-за любви к природе. Она поехала, потому что теряла сына. После развода прошло 5 лет. Она жила работой, сменами, усталостью. Дом стал местом, где они просто пересекались. 15-летний Егор почти не разговаривал с ней. Наушники, телефон, короткие ответы, чужой человек рядом. Поездка в лес была последней попыткой все исправить. Они выехали рано утром. Чем дальше от города, тем гуще становился лес. Вскоре осталась только дорога, потом и она закончилась. Они пошли пешком. Сначала все было спокойно. Тропа, запах хвои, тихий лес. Но к вечеру Мария поняла, что сбилась. Тропа исчезла, телефон не ловил, ориентиры пропали. Они заблудились. Солнце ушло быстро, тайга потемнела, стала холодной и чужой. Лес зазвучал иначе. Треск веток, далекие крики, шорохи в темноте. Они шли наугад, пока Егор не заметил силуэт среди деревьев. Хижина, старая, покосившаяся, с выбитыми окнами. Но это было укрытие. Внутри пахло сыростью и гнилью. Сохранились дрова, камин, старая мебель. Они уже собирались разводить огонь, когда услышали звук. Глухой, протяжный, срывающийся в хрип. Не просто шум. Боль. Мария осветила дальний угол. Там лежала волчица. Крупная, истощенная. Задняя лапа разорвана. След от выстрела. Кровь потемнела. Живот раздут, дыхание тяжелое. Она была на грани, и она рожала. Мария поняла это сразу. Уйти значит оставить ее умирать. Она не ушла. Работала быстро и точно. Вода, ткань, осторожное движение. Волчица сначала попыталась зарычать, но сил не было, только хрип. Схватки усиливались. Первый волчонок родился слабым, но живым. Второй крепче. Третий сначала не дышал, и Мария буквально вытащила его с того света. Растирала, дышала в него, пока тот не сделал первый вдох. 3 жизни. Волчица, измотанная, притянула их к себе, начала вылизывать. Медленно, тяжело, но с той силой, которая есть только у матери. Ночь прошла у огня и тихого писка новорожденных. Утром стало ясно. Волчица не сможет выжить одна. Рана, роды, слабость. Без еды она погибнет вместе с детенышами. Они ушли, надеясь выбраться, но быстро поняли. Лес не отпускает. Ориентиры терялись. Все вокруг казалось одинаковым. Они снова сбились и начали ходить кругами. Сил становилось все меньше. И тогда она появилась. Волчица вышла из-за деревьев тихо, почти бесшумно. Уже стояла увереннее, чем ночью. Посмотрела на них внимательно, без страха. Потом развернулась и пошла. Остановилась, обернулась, ждала. Егор первым понял. «Мам, она нас ведет». Мария ничего не ответила, просто пошла за ней. Волчица шла медленно, не теряя их из виду. Иногда останавливалась, проверяя, идут ли они следом. Она не уводила их вглубь, наоборот, выводила. Минуты тянулись долго, потом еще дольше, пока лес не начал редеть. И впереди не показалась дорога, та самая, и за ней машина. Старая синяя машина Марии стояла там, где они ее оставили. Егор замер. «Это же...» Мария тяжело выдохнула. Они бы сами не нашли это место, не в таком состоянии. Волчица остановилась у края леса, дальше не пошла, просто смотрела. Мария тихо сказала «Спасибо». Волчица еще секунду смотрела на них, потом развернулась и ушла обратно в тайгу. Туда, где ждали ее детеныши. Егор стоял, не двигаясь. «Она нас вывела?» Мария тихо ответила. «Да». Они сели в машину, но теперь все было иначе. Они приехали в этот лес чужими друг другу, а уезжали спасенными. Оба.